Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Приветствую всех, с вами Хулдем, и мы продолжаем проходить игру Guilty Paradis, и сейчас мы наконец-таки... Сейчас мы будем воровать дневник Ганса, точнее Вольфганга, Вольфганга. Жалко, конечно, чувака, он нам доверился, но более или менее отношения выстроили, и тут мы ему сейчас будем воровать его дневник. Это прям неприятно, но... Ну что тут, ничего не поделаешь. Придется это делать, ведь нам нужно все-таки продвинуться в расследовании. А как мы знаем, Вольфганг знаком с Бернальдом Шульцем и даже служил вместе с ним. Так что надо узнать, что там он утаивает от нас. Да и все от нас все утаивают и не хотят делиться. Значит, скорее всего, он связан с убийством, если он так юлит. Если, конечно, мы что-то найдем в этом дневнике. Ой. Так, давайте так лучше, чтобы я не пропустил. Вот. Рекомендую подписаться, жмите на кнопочку подписаться на колокольчик, а то у нас из подписанных смотрят наши видео только 55%, а все остальные без подписки. Так вы и меня промотивируете, и вам будет лучше. Вы и нашу семью пополните, будете узнавать о новых видео первыми. Ну а теперь погнали. Наконец наступила ночь, и все улеглись. В комнате слышалось равномерное дыхание солдат и тихое похрапывание Ганса. Яков постоянно ворочался, и я долго не мог понять, уснул ли он. Пока я ждал подходящего момента, сон чуть было не сморил меня. Вскоре все стихло. Я аккуратно вылез из-под одеяла. Половица скрипнула, стоило мне наступить на нее. Я огляделся, никто не пошевелился. Чё-то я побаиваюсь, что Ганс 100% не спит. Я вот в этом уверен на все 100%, потому что у таких товарищей сон очень чуткий, да и он, я думаю, не медведь. Он не медведь, у него сон пипец какой чуткий. К кровати Вольфганга я подобрался на цыпочках. Он лежал на втором ярусе, прямо над Оливером. Я подошел вплотную. Укутавшись в одеяло и подтянув ноги к груди, он крепко спал. На приоткрытой тумбочке лежали очки. Ни намека на дневник. Я решил сперва проверить шкафчик. Дверца открылась без скрипа. В темноте было плохо видно, поэтому пришлось пошарить по полкам рукой. Мне попалось множество мелких листочков. Какая-то толстая книга, карандаши, ручки и прочая ерунда. Дневника не было. 100% он его при себе держит, все-таки такая ценность. Я осмотрел кровать, одна из рук Вольфганга пряталась под подушкой. Может, стоит поискать там? Засучив рукава пижамы до самого плеча, я сделал глубокий вдох и медленно просунул руку под подушку, при этом не отрывая глаз от лица Вольфганга. Ладонь скользила по гладкой простыне. Я погрузился по локоть. Неожиданно указательный палец наткнулся на что-то твердое. Вот оно. Вольфганг сладко посапывал. Я осторожно пощупал пространство вокруг, пару раз случайно прикоснувшись к руке Вольфганга. Он не отреагировал. Я вздохнул. После этого взялся за край дневника и начал медленно вытягивать его из-под ладони Вольфганга. Я остановился. Когда бормотание стихло, продолжил. Хельга ждет Руф. Осталась самую малость. Вольфганг заелозил и я рывком вытянул дневник. Wait. Все? Ну хорошо. Везет. Что-то ударило меня по ногам. Я отскочил, наткнувшись спиной на стоявшую рядом кровать, где спал Яков, и закрыл рот свободной рукой. Крик удержать удалось, но вот устоять на ногах нет. Я шлепнулся на свою кровать. «Кто здесь? Яков, ты снова не спишь?» Ганс зашевелился. Меня охватила паника. Я кое-как улегся и начал судорожно натягивать одеяло, то и дело путаясь в нем.
От страха быть застуканным на месте преступления я плохо отдавал отчет в своих действиях. Постельное белье шуршало, сердце отчаянно колотилось. Перекладины кровати скрипели, пока я пытался спрятаться. «Яков, это ты?» Голос звучал вялым, язык Ганса лениво ворочался во рту. Я надеялся, что он с просонья ничего не заметит или поутру забудет ночное происшествие. В конце концов я с головой накрылся одеялом и затих. Несколько долгих секунд я ждал, что будет дальше. Однако ничего не произошло. Ганс что-то промычал и вскоре снова уснул, а Вольфганг даже не пошевелился. Больше всего меня удивила и реакция Якова, которой попросту не было. Реакции Якова, которой попросту не было. Обычно он плохо спал и все время посматривал на меня, а сейчас даже не пошевелился. Наверное, он отсыпается за предыдущие бессонные ночи. Сомневаюсь, видя, какие у него, мешки под глазами, мне кажется, он никогда нормально не высыпается. Ай, ладно. Интересно, что же вызвало у него такую паранойю? Я уверен, он не всегда был таким, и вот я в этом уверен. Все эти черты именно вот Хельга постоянно тушит именно окурки об свою ладонь без всяких эмоций. Это такая реально ледяная королева. Яков постоянно подозрительный даже чересчур. Ну, чересчур. У них глобализированы именно. Прям их эти всякие штуки. Ганс, например, постоянно простужен, кстати говоря. Ганс простуженный. Вольфганг постоянно все забывает. У каждого из них какая-то проблема, которая возведена прям в абсолют. Только вот почему? Для верности я выждал еще несколько минут. Пора уходить. Мой план был весьма простым. Я хотел одолжить у Вольфганга дневник, почитать его в другой комнате, а после незаметно вернуть. Никто бы и не заметил, не узнал бы об этой авантюре. Я провел рукой по обложке и неожиданно нащупал что-то металлическое с небольшим отверстием. Замок. Ну, конечно, блин. Только не это. Выходит, теперь мне надо раздобыть ключ. Отчаяние быстро поглощало все мое существо. Но силой воли я заставил себя думать о месте, где мог бы быть спрятан ключ. Разум одолевали сомнения. Наверное, Вольфганг хранит ключ где-то рядом, чтобы была возможность открыть свою записную книжку в любое время. А раз он спит с дневником, то и ключ должен быть поблизости. Я вылез из-под одеяла и осмотрелся. Рука Оливера, свисавшая с кровати, свешивалась с кровати, а он сам уткнулся лицом в подушку. Размеренное дыхание без слов говорило о крепком сне. Наверное, Оливер задел меня, когда я стаскивал дневник. Скорее всего, в тот момент он просто переворачивался и не пытался меня поймать. Я успокоился и решил первым делом поискать ключ в карманах униформы Вольфганга. Она висела в изложье кровати. Однако поиски не увенчались успехом. Кроме баночки с чернилами, там ничего не оказалось. Я снова пошарил в тумбочке, ключа не нашлось. Единственное место, где, скорее всего, находился ключ, была кровать. Я постарался сосредоточиться. Вольфганг спал в той же позе, правда, ладони теперь аккуратно сложил под щеку. Я снова просунул руку под подушку и аккуратно проверил там. Пусто. Нет, генерал Шульц, я протестую. Я замер. Бернальд Шульц. Это сны о прошлом? Вольфганг снова засопел и резко перевернулся на другой бок, лицом ко мне, натянув одеяло до самых ушей. На его шее мелькнуло что-то темное. Веревка? Возможно, на ней ключ. Я поднялся на цыпочки, стянул одеяло с лица Вольфганга и посмотрел на маленький узелок за воротником его пижамы. Не теряя времени, кончиком пальца я принялся его развязывать. Он поддался довольно быстро, и вот уже за один конец вытягивал веревку. На глаза попалось что-то светлое. Ключик. О, да! И в то же мгновение ледяная ручка схватила меня за запястье. Только чудом я удержал ключ.
Оли, мы же заодно. Вольфганг не шевелился и двигались только его губы. На лбу выступила испарина. Он меня заметил и не шевелился, ждал, когда все прояснится. Вольфганг перекатился на спину и расцепил руки. Я быстро отступил, запястье покалывало и пульсировало. Оглядевшись по сторонам, я тихо вышел из комнаты. Так, дневник у нас, поздравляю. Надеюсь, вернуть дневник с ключом на место будет легче, чем забирать. Осталось только найти подходящее место, где можно в одиночестве почитать. Нет, туда я не пойду, мне там делать нечего. Так, ладно. Библиотека. Здесь достаточно светло, однако если кто-то войдет, мне негде будет спрятаться. Неплохо, но я не взял ключ, а возвращаться за ним не намерен. Так, ладно, ясно. Так. Может, на выход пойдем? Там лунный свет вдалеке. Я медленно открыл дверь и увидел на веранде Хельгу и Дорис. Они сидели на пороге спиной ко мне. А чё? А, подожди, второй раз? Ух ты! Подожди, подслушать? Можно поболтать с ними? Ну давай, Дорис. Можно поболтать? Интересно. Прости, я должна была на это согласиться. Грызунов ведь не так жалко, как людей. Я не просила твоих извинений. Я понимал, что не должен здесь находиться, но заставить себя уйти тоже не мог. А вдруг из разговора удастся что-то узнать? Мелочь, пожалуйста, уйди. Извиняйте, я говорю это сейчас котенку, а, как говорится, вот эти вот мелкие пупсы, они не подчиняются мне и постоянно вылезают в ненужные моменты. Это обычное явление почему-то. Так. Давайте почитаем. Разве не поэтому вы, Сров, со мной не общаетесь? Я ни с кем не общаюсь. Ты за этим пошла за мной? Да, мне бы хотелось... Ой, прости, неудобно говорить. Хельга пожала плечами. Так не говори. Дорис сжалась. Как тебе удается быть такой уверенной в себе? Если не хочешь, не отвечай. Голос Дорис дрожал. Она взволнованно замахала руками, а потом снова вцепилась в порог. Резко запрокинув голову, Хельга вдруг рассмеялась. Кончики ее волос коснулись пола и задрожали в такт смеху. «Ах, ты думаешь, я смогу тебя этому научить? Как?» «Не знаю, но ты сильная, это чувствуется». «Не надо говорить со мной словами Руф». Дорис поежилась. «Я ведь хотела подружиться с тобой тогда, до того, как все началось. У тебя не было шансов». «Я знаю. Тебе есть противная мне детская наивность. Ты убивала людей, но в тебе по-прежнему сохранилась глупая надежда. В этом вы с Элисом похожи. Мир до сих пор кажется ему красочным, хотя он безнадежно слеп». Ну, вообще, я тут не согласен. Элиос и Дорис, они по правде, ну, по части, реально. Кто бы меня ни говорил, может, я идеалист, но серьезно, такие люди, это вообще, это хорошая черта характера. Как говорил, как говорится, как говорил знаменитый, как сам именно говорил дорогой Ильич, Владимир Ильич Ленин, у того, кто ждет перемен и хочет этих перемен, никогда не должен терять оптимизм и относиться ко всему с юмором и иронией, несмотря ни на что. Это, конечно, не точная цитата, но эту вот фразу именно я запомнил надолго и сам, получается, всю жизнь этому придерживался. Так что тут реально Дорис и Элиос правильно поступают, что несмотря ни на что, они до сих пор хранят в себе какую-то, так скажем, надежду.
Ой, боже. Извиняюсь, прошу прощения за вот и вот. Ой, серьезно, как вообще записывать вообще видеоролики, когда вот такие вот мелкие пидорги тут гуляют? Блин, мне нормально записать ничего не даюсь. Из-за этого ты с ним не общаешься. Не только. Мы из разных миров. Вот и все. А какие люди тебе нравятся? Как Руф? Хельга больше не старалась скрыть раздражение. Чего ты от меня ждешь? И какая тебе разница, кто мне нравится? Хочешь пооткровенничать, как лучшие подружки? О, кстати. Вот это вот получше. Ой, блин, да твою мать. Вот, нормально. Ай, бесит мне это, что иногда задеваю кнопку. Я понял, блин, КТРЛ, блин, я опять КТРЛ задел. Бесит меня это. Все. Так, давайте. Прости, я лезу не в свое дело. Наверное, мне не хватает подруги. Тебе не хватает мамочки, а я не она. Дорис всхлипнула. Ты права. Хельга вздохнула, а потом заговорила мягче. Почему ты перестала общаться с Оливером? Из-за того, что произошло? Нет. Или да. Немного. Но это не главная причина. Он стал другим. Зато на него теперь забавно смотреть. Он совершенно беззлобный. Да, но... Знаю, не продолжай. Дорис хлюпнула носом. А что ты думаешь об Омене? Не называй его так. Он вежливый, поэтому не может тебя поправить. Он не сердится, ведь это даже не его настоящее имя. Хельга мотнула головой, отгоняя от себя назойливых комаров. Затем потянулась и начала подниматься. Слушая их разговоры, я не сразу отреагировал. Стоило мне дотронуться до дверной ручки, как я почувствовал легкий, но крайне возмущенный кашель. Спалились! Мы попали. Ой, я повернулся к Хельге. Ты все слышал? Возможно. Возможно. Я не знаю, с чего вы начали. На лице Хельги появилась рассерженная усмешка. За ее спиной стояла испуганная и слегка озадаченная Дорис. Ты подслушивал, Омен. Как нехорошо. Она нахмурилась. Мне жаль, что так получилось. Правда? Я кивнул. Почему ты так поступил? Ты не должен был подслушивать. Я смущенно опустил голову. Мне ничего не оставалось, как признаться. Я надеялся, ваш разговор поможет мне разобраться в том, что происходит в мире. Ты думал, будто мы с Довер сейчас обсудим политику? Сейчас обсуждаем политику? Неужели понадобилось столько времени, чтобы понять, что это не так? Я пожал плечами и виновато улыбнулся. Ой, прости, Омен, Немо. Как тебя лучше называть? Как хочешь, ты же знаешь, что это не мое настоящее имя. Омен не виноват. Это из-за нас он все время ищет правду. Если тебе нравится оправдывать его поступки, валяй. Но я не могу радоваться, когда в мои мысли без разрешения врывается кто-то посторонний. Дорис подошла ближе. Хочешь конфетку, Хельга? Она поможет успокоиться. Хельга протянула ладонь. Дорис выжидательно приподняла бровь. Ой, сейчас. Дорис сунула руку в карман и пошарила там, а потом испуганно подняла глаза на Хельгу. Ничего не осталось, я сейчас сбегаю. Не стой, давай я принесу. Где они лежат? Дорис радостно хлопнула в ладоши, и мне стало немного легче. Надеюсь, небольшая услуга поможет Хельге с Дорис скорее забыть этот неприятный случай.
Так я хотел бы немного искупить вину. Так я хотя бы немножко искуплю вину. В женской спальне, на моей прикроватной тумбочке. Хорошо, я принесу одну. Ну что ж, погнали. Я туда не пойду, не хочу привлекать внимание охранников снаружи. Погнали. Это чтение дневника, но нам дали это типа дополнительный квест. А что на складе? Здесь нет электричества, я не могу включить свет. Так, пусто. Ну давайте все обследуем. Только аккуратно. Столовую, может? Давайте еще столовую обследуем. Здесь достаточно светло, однако если кто-то войдет, мне негде будет спрятаться. Здесь нет электричества, я не могу включить свет. Отлично, значит, кухня пролетает. Ну давайте пошлите тогда в женскую спальню, выполним задание, которое нам дали. Ну, давайте еще наверх сходим, кстати. Заперто. Ладно, в подвал мы не спустимся, хотя какого фига в подвал спускаться, там же электричества нет. Да, тут не почитаешь. Заперто, я не могу читать в коридоре, слишком открытое место. Ясно, мы пропали. Так, ладно, коридор тоже заперт. Ну, я пытаюсь все обследовать, но теперь нам надо женская спальня. О, да, реально. Нам дали возможность войти. Немо, что ты здесь делаешь? Прости, если разбудил. Дорис попросила принести конфету. Дорис, с каких пор она тобой командует? Я сам предложил помощь. Руф хлопнула меня по спине. Такой джентльмен, молодец. Девчонки это любят. Хотя, постой-ка, Дорис, из всех девчонок ты выбрал именно ее? Это простая дружеская услуга. Она что, ревнует? Хотя не, она слишком к Хельге привязана. Я сомневаюсь, что это ревность. Ну да ладно. А поговорить? Ну дай поболтаем с ней. Кстати. Красивое растение. Надеюсь, его не забывают регулярно поливать. Чё тут? Дорис сказала, что конфеты на ее тумбочке. Значит, они должны быть здесь. А, это Дорис. Ой, а вот и конфета. Ширма. Из-за нее комната выглядит поделенной надвое. Рекламная листовка губной помады. Сомневаюсь, что стал бы украшать подобным свою комнату. Мне кажется, это придумка Руф. Кстати говоря, губная помада цвета, как у Хельги. 100% это Руф. До сих пор не могу запомнить свое лицо. Я вроде выгляжу нормально. Полотенце с окурками. Пепельница с окурками. Полагаю, одна из ближайших кроватей принадлежит Хельге. Это уже было. Вся правда о женщинах или как соблазнить любую, даже если ты не в ее вкусе, и она вообще ни на кого не смотрит, и ты очень хочешь завоевать ее внимание. Абсолютный бестселлер должен быть у каждого смелого и уважающего себя мужчины. Догадываюсь, кому принадлежит эта книга, поэтому сильно сомневаюсь в ее эффективности. Да. Почему ты тоже не спишь? Разве ночь не время для возлюбленных? Ты тут одна. На всякий случай я огляделся. Нет, нет, нет. Она покачала головой и мягко погрозила мне указательным пальцем. Я жду возвращения моей ненаглядной. Я выставил Дорис из комнаты, чтобы она нам не помешала. И что вы с Хельгой будете делать? Руф рассмеялась. Эх, я вижу, ты опытный мужчина, Немо. Ты прекрасно знаешь, как в ночи раскрывается бутон страсти. Я прикрыл лицо рукой. Эту тему с ней точно обсуждать не стоит. Вы с Хельгой давно знакомы? Мы познакомились еще на том свете. Уверен, в прошлой жизни мы клялись переродиться и вновь потянуться друг к другу. Она всегда была такой, закрытой. Руф со мной довольно выставила грудь вперед. Она со всеми такая, но не со мной. Я знаю свою девочку. Она никому и никогда не расскажет о своем прошлом. Почему?
потому что у нее было тяжелое детство. Я так и думал. Наверное, в моем голосе прозвучала горечь, потому что лицо Руф стало печально. Да, ей пришлось несладко. А что произошло? Руф тяжело вздохнула. Если честно, я сама не все знаю. Хельга не любит вспоминать прошлое. Она только здесь намекнула, что пережила. Моя крошка. К ней было непросто подступиться. Она раньше походила на прекрасную одинокую волчицу. Что с ней случилось? Руф из-под-лобья посмотрела на меня. Она явно сомневалась, стоит ли делиться со мной воспоминаниями дорогого ей человека. Я просто хочу понять ее. Обещай, что никогда не будешь к ней приставать. Обещаю. Руф поджала нижнюю губу. Я не скажу тебе всего, но во имя нашей дружбы кое-чем поделюсь. Я кивнул и приготовился внимательно слушать. Насколько я поняла, Хельге с детства не хватало мамы. Она бросила ее, когда та была совсем малышкой, а отец частенько избивал ее, когда она стала чуть старше, как бы я нападал ему, если бы мог с ним увидеться. Руф несколько раз сжала руки в кулаки, а потом они безвольно повисли вдоль тела. Из-за него она и курить начала. До сих пор бедняжка не бросила. Хотя согласись, Нему, сигарета ей очень идет. Ру закинул руки за голову и мечтательно посмотрела куда-то в сторону, будто вспоминая что-то невероятно приятное. Когда я увидел ее в первый раз, у нее на подбородке было несколько ссадин, на второй рана на щеке, а в третьей заметил ее за корпусами, где она дралась сразу с несколькими мальчишками. Она часто дралась? Очень часто, особенно с какими-нибудь парнями, которые пускали на нее слюни. Вот уроды, я им тогда тоже хорошенько нападал. Как тебе удалось подружиться с Хелькой? А ты так и не понял. Я вступился за нее в драке с недоумками. Это была моя первая настоящая драка. После нее я как будто повзрослел. Меня не узнала бы и моя собака. Я улыбнулся вслед за Руф. Ее теплые слова как будто согревали мое сердце воспоминаниями, которых я сам лишился. А у тебя детство было счастливым? Руф перестала улыбаться. Сомневаюсь. Я жил с тетей. Она меня всем обеспечивала. Судя по тону, этого было недостаточно. Я был ей не нужен. У нее своих детей хватало, причем более чем. А твои родители? Отец погиб, а моя мама сбежала, однако не с концами. Что это значит? Тебя заинтересовала моя история? Да, мы же с тобой друзья. А что это за странная заминка перед словом «друзья»? Не обращай внимания, я просто обдумываю твою историю. Руф двинула губы вправо, а потом влево. Моя мать сбежала на вражескую территорию и не собиралась возвращаться, пока в один день за ней Пока в ней не взыграли материнские чувства, она связалась с тетей и попросила ей организовать со мной встречу. Как, вам удалось встретиться? Да, мы с ней встретились прямо во время осады города. Кстати, осады... Подожди-ка. Осады города? Ну окей. Где она сейчас? Вы с ней поладили? Она сбежала, хотя мы с тетей надежно спрятали ее в подвале. Сначала она убеждала меня переметнуться на сторону врага, а после моих отказов снова сбежала. Ты не знаешь, где она сейчас? Не знаю, нет. Она больше не пыталась со мной встретиться. Наверное, разочаровалась в своей дочери. Дочери?
Тогда я еще не понимал, кто я на самом деле. Ага. Она, возможно, думала, что я брошу все ради нее, ради человека, которого никогда толком не знал. В итоге мать тебя тоже разочаровала. Руф сложила руки трубочкой, губы трубочкой. Все-таки я рада, что смог с ней увидеться. Как говорила тетя, свои корни надо знать, пусть даже они давно сгнили. Надеюсь, в будущем вы еще раз встретитесь, и нам удастся познакомиться друг с другом поближе. И вам удастся познакомиться друг с другом поближе. Может быть, ты прав. Я стал взрослее и набрался разного опыта. Руфа лучезарно улыбнулась. Наша мужская дружба приносит куда больше радости, чем я ожидал. Интересно, если получится завести ее с командиром, я стану еще счастливее? Возможно. Не грусти, Нема, ты отличный друг. Ты отличнейший друг. Блин, приятно. Приятно слышать. Руф кивнула. Но сейчас ночь, а ночь время возлюбленных, поэтому буду очень признателен, если ты проведешь в комнату лучшего друга красивую девчонку. Руф подбегнула. Ты же понимаешь, о ком я говорю? Я с улыбкой покачал головой, а Руф кивком указала на дверь. Ну что ж, погнали. Конфета есть, надо отдать ее отправителю. Пошлите. Сколько времени? Вообще успеем открыть дневник? Блин. Нам хватило только... Как же там... Не знаю, что-то текст до хрена. Это на дополнительное задание столько ушло. Пипец. Вот тебе и неожиданность. На задание ушло столько времени. Ну да ладно. Такс, вот и Дорис. А где Хельга, кстати? Ты вернулся, Омен. Ну давайте. Отдать конфету, не отдавать. Ну давайте отдадим. Все-таки мы, ведь, блин, мы задание выполняли. Отдать конфету. Разумеется, вот конфета, которую ты просила. Спасибо. Жалко, что сейчас она больше не нужна. Дорис сжала конфету в руке. Тебе так долго не было, что я подумала, будто ты не придешь. Я посмотрел по сторонам. А где Хельга? Она ушла, сказала, что ей хочется побыть одной. Надеюсь, она больше на меня не злится. Наверное, нет. Она знает, что ты хороший парень. И делала это не из дурных побуждений. А почему ты все еще здесь? В комнате Руф. Она будет ругаться, если я вернусь раньше Хельги. Она часто выставляет тебя за дверь? Не очень. Хельга всегда останавливает ее. Ваша комната разделена ширмой. Ты плохо ладишь с Хельгой и Руф? Мы не особо общаемся. Дорис вдруг хлопнула в ладоши и сияющими глазами посмотрела на меня. Ой, Омен, это совсем не интересно. Расскажи лучше о своих впечатлениях о нашем отряде. Они весьма двойственны. Думаешь, тут не очень весело? Тебе нравятся ребята? Мы как одна большая дружная семья. В случае опасности будем защищать друг друга. Да, я тоже так подумал. Дорис приблизилась и заговорчески зашептала. Тебе удалось с кем-то подружиться? Нет, я еще плохо вас знаю. А казарма как тебе? А сержант Лемон? Тебе нравится быть солдатом? Уверена, в прошлом ты был неплохим бойцом. На все вопросы Дорис я нелепо улыбнулся. Дневник Вольфганга напомнил, что уже давно пора открыть его. Вдруг он проснется и среди ночи обнаружит пропажу. Ты давно знаешь Вольфганга? Думаю, да. Но до того, как он стал терять память, мы с ним очень хорошо общались. Ты помогаешь ему вспоминать прошлое? Дорис вздохнула и опустила голову, глядя на свои переплетенные пальцы. Да, напоминаю иногда, но он не всегда мне верит. А сейчас он с кем-то дружит. У него есть родственники. Почему он не заберут его? Разве с его особенностью можно быть солдатом?
Дорис снова вздохнула. Теперь все иначе. Семья отвернулась от него, и никто им больше не интересуется. Почему так случилось? Разве он сделал что-то плохое? Дорис из-под лобья посмотрела на меня, а потом снова опустила взгляд на свои пальцы. Это его личная история. Не думаю, что могу рассказать тебе о ней. Я сглотнул и быстро кивнул. Надеюсь, дневник прольет на это свет. Что ты о нем думаешь? Дорис прижала руки к груди. Вольфганг очень чувствительный и ранимый. Он всегда внимательно меня слушает. Он умный и преданный. Я мягко улыбнулся. Кажется, вы с ним хорошие друзья. Дорис медленно покачала головой. Мне тяжело с ним общаться. Он молчаливый, поэтому чаще всего говорю только я. Прошу прощения. Вольфганг очень хороший, и он как будто хочет с кем-то дружить, но у него не получается. Тем не менее, ты заботишься о нем. Да, я приглядываю за ним. Он словно мой младший брат. Омен, а у тебя есть брат или сестра? Ой, прости. А что насчет тебя? У меня есть брат. Был. Прости, он погиб? Наверное, можно и так сказать. От меня он очень далек. Скорее всего, Дорис было неприятно говорить на эту тему. Мне хотелось узнать больше подробностей, но я решил не давить на нее. Внезапно она сложила руки у щеки. Когда у тебя такое серьезное лицо, Омен, ты напоминаешь мне свинку. Свинка Омен. Может, мне так серию назвать? Ну ладно. Я опешил. Когда я жила в приюте, у одной из воспитательниц была большая свинья. У нее родились маленькие поросята. Став чуть больше, они бегали по двору с такими же, как у тебя, серьезными мордашками. Я бы тоже хотела завести несколько хрюшек, но нам запрещено держать домашних животных. Когда все закончится, попрошу командира отправить меня на ферму к свинкам. Уверена, там я буду нужнее, чем на поле боя. Мое недоумение сменилось озадаченностью. Ты жила в приюте? Ох, неужели из всего, что я сказала, ты запомнил только это? Я сначала кивнула, потом дважды потряс головой. Да, такое было. Когда родители погибли, меня вместе с братом забрали в приют. Он заботился обо мне. Дорис мечтательно посмотрела на макушки деревьев. В моей жизни нет ничего интересного или оригинального. Многие ребята из отряда потеряли родных и близких. Дорис испуганно округлила глаза и прикрыла рот рукой. Я не то сказала, ох, мои слова получились такими циничными. Не слушай меня, Омен. Я совсем устала, поэтому голова плохо думает. Ты права, уже поздно. Пора ложиться спать. Я поддельно зевнул, и Дорис невольно повторила это действие. Спокойной ночи, Омен. Спокойной ночи. Дорис еще раз зевнула и скрылась за дверью казармы. Я остался на веранде один. Ну а в следующей части мы уже пойдем искать... пойдем искать следующее, так скажем, место. Для того, чтобы, почитать. Но подожди, осталось только Костельная. Нам осталось только в Костельную заглянуть. Это последнее, кажется, место, куда можно. Мы все места уже осмотрели. Ну ладно. Надеюсь, вам понравилась. Неплохая такая дополнительная миссия. И отчасти это, кстати говоря, показывает мне, что... Получается, тут реально нужно все исследовать. Как вы видите, моя тактика сработала. Мы эту дверь смогли найти, эту фигню с дверью, когда Вагдер разговаривал с Дорис. Так и еще вот это вот задание смогли выполнить и получить дополнительную информацию о наших товарищах. Скорее всего, вот тебе и плюс. Мы узнали о Руф, что у нее есть мама, с которой она не поддерживает связь. У Дорис погибли родители. И у большинства, как я понял, погибли родители.
У нее был брат, который о ней заботился, она дружит с Вольфгангом, помогает ему, старается. И она знала его до того, как он начал терять память. Ну, скорее всего, как я и предполагал, многие, они все друг друга знали еще до того, как у них странности начали происходить. Но вот причина до сих пор неизвестна, почему это все началось. Ну, думаю, в будущем или из дневника мы это поймем. Но пока что... Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, предлагайте игры для прохождения, обсуждайте игру, сюжет. Только не спойлерите, буду рад с вами поболтать. Загляните в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер. Буду рад вас там видеть. И не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.